Ассоциируется ли у вас вафли со вкусом детства, радости и счастья? Если да, то сегодня мы приготовим замечательные венские вафли. Я с вами поделюсь одним из лучших своих рецептов. Меня зовут Светлана, и в ближайшее время мы будем готовить вместе. Для приготовления венских вафель нам понадобится 4 яйца, 1 щепотка соли, 200 г сахара, 200 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя и 250-300 г муки. Вбиваем куриные яйца в посуду, в которой мы будем все смешивать. Яйца должны быть свежими. Добавляем щепотку соли, она нам необходима для усиления вкуса. Высыпаем 200 г сахарного песка. Этого достаточно, чтобы получился нежный и сладкий десерт. Если в состав добавить сыр, свежую зелень и сократить количество сахара, получится отличная закуска. Взбивать необходимо до воздушной массы. Тесто станет в этом случае нежным. Можно белки отделить от желтков и взбить отдельно, как кому больше нравится. Сливочное масло следует предварительно растопить до жидкого состояния в микроволновой печи или на водяной бане. Вливаем растопленное масло и продолжаем взбивать. Добавляем разрыхлитель в тесто. Постепенно просеиваем муку через кружку сита. Обратите внимание на это маленькое чудо. Незаменимый помощник хозяйки в просеивании муки. Всем советую. Вымешиваем тесто до однородности. Консистенция основы должна быть немного гуще, чем на оладьи. Даем постоять от 7 до 10 минут, а пока убираем со стола и подготавливаем вафельницу. У меня электрическая вафельница фирмы Polaris, но эти вафли можно приготовить и в советской вафельнице на плите и в силиконовой форме в духовке. Буду рада, если в комментариях вы поделитесь своим опытом приготовления вафель без электровафельницы. Разогреваем прибор и смазываем поверхность небольшим количеством растительного масла. Для классических венских вафель выкладываем тесто по столовой ложке сверху в середину формы. Плотно закрываем прибор и готовим вафли около 5 минут. Важно понимать, что время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины основы и самой электровафельницы. Если вафли пропекаются неравномерно, не бойтесь их перевернуть на другую сторону. Лучше это делать силиконовой лопаточкой. Смотрите, какие аппетитные получились! Для ажурных вафель выкладываем по столовой ложке на середину вафельницы. Теста хватит на 12 классических вафель или 14 ажурных. Мне больше нравится ажурные, так как легче угадать с количеством накладываемого теста. Для украшения вафель взбиваем 30% сливки до состояния устойчивых пиков. С этими вафлями вкусно сочетается травяной чай из ромашки, корицы и сушеных яблок. Добавляем свежие ягоды. Подавать можно со сметаной или мороженым, сгущенным молоком или медом, вареньем или карамелью. У каждого свой вкус из детства, и у меня он связан именно с этими вафлями. Они возвращают те счастливые минуты, когда мама готовила нежный десерт и всех звала к чаю. Приятного вам аппетита и радостных моментов!